История, которую так и хочется приписать к бурным 90-м. Но она происходит в настоящее время. В далеком 2006 году два товарища, Сергей Полищук и Николай Бабаков, приобретают земельный участок, производственные помещения и оборудование по производству кирпича. В качестве продавца выступает господин Волков. Покупатели произвели оплату Волкову в полном объеме, но при помощи бывшего директора завода господина Боронина часть документов, подтверждающих оплату, бесследно исчезает. И Волков обратился в суд о взыскании с новых владельцев денежных средств. Полищук и Бабаков дважды платить за покупку не захотели и обратились в ГУВД по Красноярскому краю по факту мошеннических действий Волкова и Боронина. ОБЭП ГУВД проводит проверку и устанавливает в действиях Волкова и Боронина признаки состава мошенничества и хищения денежных средств в особо крупных размерах. Все собранные материалы передаются в Следственное управление ГУВД края. Но неожиданно для всех в возбуждении уголовного дела ГСУ ГУВД края отказывает. Прокуратура края неоднократно отменяет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, но проверка заявления затягивается на года и результата не дает. Такой пинг-понг документами с отменой постановлений и новыми отказами мы еще увидим, но уже в других масштабах. Не оставляя попытки получить максимум барыша с бизнесменов, Волков переходит к более радикальным мерам. 6 июня 2013 года при поддержке группы лиц азербайджанской национальности был перекрыт физический доступ на территорию завода «Краскерамокомплект». Две дороги, проходящие через земельные участки, оформленные на предприятие, подконтрольные Волкову, круглосуточно перегораживаются машинами. И это несмотря на действующий и легитимный договор субаренды. При помощи боевиков в количестве 40-60 человек происходит захват завода управления «Краскерамокомплекта». С применением оружия, стрельбой, криками, угрозами и рукоприкладством по отношению к работникам завода. Полиция бездействует. Автогеном срезались железные двери, битами сбивались решетки с окон, выламывались двери кабинетов. Полиция бездействует. Полиция в переводе означает «охраняющий власть». А куда же пропадает народ, родина? То есть просто приехали вооруженные люди, перекрыли доступ, захватили завод и завладели всем имуществом, в том числе готовой продукцией завода стоимостью более 45 миллионов рублей. Напоминаем, что это не лихие 90-е, а не такой далекий 2013 год. Во время захвата завода на его территории находилась продукция, изготовленная для компании «Сибспецстрой». Кирпич был оплачен и ждал отгрузки. Когда началась криминальная история с заводом, «Сибспецстрой» был вынужден обезопасить свое имущество и с помощью приставов наложил арест на весь кирпич. Согласно акту о наложении ареста от 19 апреля 2013 года судебным приставом зафиксировано фактическое наличие более 3,5 миллионов кирпичей и более 8 тысяч поддонов. Всего подвергнуто описи и арестовано имущество на общую сумму более 45 миллионов рублей. Несколько раз в месяц проводились проверки, где фиксировался факт убывания кирпича. Погрузчик грузит кирпич с арестованной площадки на грузовую машину. Через 5 месяцев судебными приставами установлено, что из ранее арестованного имущества на промплощадке имеется лишь 847 поддонов с кирпичом в количестве 330 тысяч штук. То есть было похищено более 3 миллионов единиц кирпича. И это только из-под ареста. Дальше начинается самое интересное. Факт хищения кирпича установлен документально. Но, несмотря на это, МВД России Березовский выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Спустя некоторое время бюрократических тяжб прокурор Березовского района Красноярского края постановил отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Но МВД снова отказало в возбуждении уголовного дела. Прокуратура вновь отменяет постановление об отказе. К настоящему времени прокуратура отменила постановление об отказе уголовного дела 240 раз. 200 раз! Но уголовное дело так и не возбуждено. Между народом и структурами власти вырастает стена. И одним из кирпичиков по прихоти судьбы стал кирпичный завод. С 2013 года и по настоящее время законные владельцы завода не имеют к нему доступа. Ни одно уголовное дело по факту захвата или по факту хищения имущества возбуждено не было.
Суровая логика российского правосудия. 29 января приставы обратились в суд с заявлением о прекращении исполнительного производства в связи с отсутствием предмета взыскания. Остается только догадываться, какими рычагами влияния на органы власти обладают причастные к этому делу люди. Или же какими суммами. Из частных методов борьбы с беззаконием остается лишь максимальная огласка.